Я прибыл в Марьинку. Сейчас это одна из самых горячих точек ДНР. Отсюда позиции украинской армии находятся в 400 метрах. Не успели мы прибыть, как начался обстрел со стороны украинских военных. Возможности перейти на передовые позиции у меня сейчас нет, так как вся территория накрывается АГСами и минометами противника. Я же орал, вам хватит, и так нахуй. Майор интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным «Дед» обрабатывает позиции украинской стороны из АГС. Дай на час. На час просит. Ай! Я убедился, что он достиг абсолютного совершенства в определении целей, что называется, на глаз. В течение боя, когда пехота просила накрыть позиции украинских военных, он быстренько регулировал АГС, открывал огонь и по рации сообщали о попадании. Повтори, Москва, не понял. Широкино минут 10 назад украинская сторона открыла огонь. Сейчас ополченцы отряда «Пятнашка» ведут ответный огонь по украинской стороне. Скорее всего, там впереди от нас в метрах 100 передовые позиции. Там ребята ведут пулеметный контакт с противником. Сам майор местный, воюет вместе со своим сыном. Его сыну 23 года, и они вместе на передовой. Направление не увидел, откуда летит снаряд? Непонятно, как-то вот так вот. Украинская сторона сейчас активно применяет АГСы и зенитную установку. Постепенно разрывы от АГС приближаются к нам. Там впереди сейчас ведется стрелковый бой между подразделениями украинской армии и бойцами отряда «Пятнашки». Что он картинит? Так, укрытие все! А? Один из ВОГов украинских военных сдетонировал рядом с нашей позицией. Что такое, дед? Дед. А что ты так? Давай броник оденешь. А? Броник оденешь. А где попал? Здесь? Да, там здесь прям перед этим взорвалось. Суки засекли. Где? Взорвалось подальше. Прям перед этим взорвалось. Перед кем? Перед АГСом. Да ладно. Когда мы услышали приближение разрывов снарядов АГС, мы зашли в подвал, чтобы укрыться.
И вот выстрел одного из снарядов ударил осколком майора с позывным «Дед». Снаряды ложатся буквально в 5-7 метрах от нашего убежища. Несмотря на то, что майор получил осколок в живот, это не сломило его дух, и он продолжил вести ответный огонь в сторону украинских военных. Насколько? Давай, сейчас, хорошо, братан, утихни, чтоб я проскочил, бо у нас тут пиздец, прям по нам ебашит. Хорошо, хорошо, брат, я знаю, давай, хорошо. Я понял, а? Бегом, бегом туда, в укрытие. Ты с ИГС ложишь? А? С ИГС ложишь? Да и с АГСа, и с 80-ки, 120-й вот. Бегом! Тихо, тихо, тихо. А? Целый? Да. Вот это АГС. Обувайся. Нормально прыгнул. Вообще. Моя любимая музыка. Украинская сторона активно использует беспилотник. Алло. Он кружится над нами, увидеть его мы не успеваем, но отчетливо слышим его звук. Да, говорим тут. Давай, завтра, хорошо. У тебя когда день рождения? Попадает. По корректировке этого беспилотника украинская сторона начинает довольно четко ложить свои снаряды рядом с нами. Чтобы погасить пыл военных, дается команда минометчикам открыть огонь по позициям украинских военных. Это 82-мм минометы. Согласно минским договоренностям, их разрешено иметь в зоне разграничения, и ополченцы используют их для ведения ответного огня. Сейчас над нами летает украинский беспилотник. Судя по всему, они через него наводятся, корректируют огонь. Ложили достаточно четко. Один из выстрелов упал прямо рядом с расчетом АГС. У нас без потерь. Деду осколок ударил в живот, но не пробил, да? Не, ну он остался в животе. А пробил все-таки? Да, кровь есть. Сейчас майор пятнашки дед получил осколок в живот. Нифига его это как-то не остановило. Продолжал вести бой, руководить боем. Сейчас его вызвали в штаб. Уехал. Пока майор проводит совещание в штабу, продолжает бой ополченец с позывным «Узбек». Постепенно темнеет. К сожалению, мои камеры теряют возможность вести съемку. Бой продолжается до 2 часов ночи. В этот день отряд «Пятнашка» понес потери в составе 4 бойцов.
Один солдат получил ранение средней тяжести, трое легкой. Перестрелка продолжалась в общей сложности около 10 часов с различной интенсивностью ведения огня. Никто ничего не ожидал. Начали работать сразу 82-е минометы плюс АГС. Я пока бежал к своему АГСу, получил в живот ранение. Осколок от АГСа прилетел. И ничего, сразу приняли бой. Отбили первую атаку. После этого они начали уже стрелять из более тяжелого вооружения. 120-е минометы пошли, артиллерия, 152-я. Тоже ничего страшного, отбили тем, чем есть, одними АГСами, стрелковым. Ихнюю пехоту откинули назад, задавили БТР, БМП, зенитную установку. И, скажем так, вернули их на свои позиции. Прогнозы по этому направлению есть какие-нибудь? Они собираются в атаку идти или... Сказать трудно сейчас. Мы придерживаемся Минских соглашений. То есть мы никуда не двигаемся, держим только оборону, с тяжелого не стреляем. В ответ они на это, наоборот, нарушают Минские соглашения, применяют тяжелую артиллерию. Ну, скажем так, дали бы нам приказ, был бы приказ. Мы бы уже Донецкую область давно освободили бы. Практически каждый день вооруженные силы Украины пытаются прорваться вглубь Донецка. Для этого мы тут стоим и постоянно им каждый день даем отпор. И даем им достойный отпор. Да, бывает у нас иногда потери. Потери в основном из-за того, что не хватает индивидуальных средств защиты. То есть бронежилетов, касок. Все это мы добываем. У кого есть, это добывается в основном в бою. А у кого нет, тот, скажем так, и получает ранения. Нормально, не надо. Не надо, он как раз вот высоко стоит. Ну смотри сам, мне кажется, тебе как ошейник он затянут. Не, нормально. А, тут надо один, пять, шесть, Голова хорошо завалена. да, вот тут. Ну да. Нормалдык? Спасибо корреспонденту за подаренный бронежилет. Надеюсь, пригодится в бою. Лучше надеяться на то, что укропы просто-напросто сдадутся. Поймут, что они пришли сюда воевать не на свою землю, а на нашу. Здесь сегодня ведется позиционная война, и многое показывать нельзя. Поэтому полную версию этих боев я покажу вам позже, когда позиции перестанут быть актуальными. Андрей Филатов для фонда «Спаси Донбасс».